Значит, поедание чего-то и есть наша любовь, потому что это тяжелое состояние. Мы затрачиваем время совершенно бессознательно, и тогда мы этому очарованию готовы простить все, что угодно. С течением времени она все ниже и ниже спускается. Мы уже требуем определенного официоза. Смотрите, что интересно. Когда мы говорим «я это люблю», допустим, я люблю морковь, это значит, я ее ем в больших количествах. Значит, поедание чего-то и есть наша любовь или наше количество времени, сохраненное в этом кольце. Или, допустим, как-то я слышала такое выражение. Я все время захожу в парник с огурцами, разговариваю с ними, после этого выхожу в очень хорошем состоянии энергии. После этого я могу сделать много-много. То есть человек на самом деле получил не энергию, человек на самом деле получил время. И это время он потом затратит на те дела, которые ему необходимы. И человек уже заметил, что именно огурцы ему дают большое количество времени. Естественно, я спрашиваю этого человека, а какие огурцы вы предпочитаете? Соленые, маринованные, малосольные или свежие огурцы, длинные, короткие, со цветочком, без цветочка, с белым бочком и так далее. Потому что отсюда будет понятно, какую ритмолестницу запускать и в каком режиме ее сейчас запускать. Если человек говорит, что я обожаю соленые огурцы, естественно, ритмолестница пойдет далеко вниз, потому что это тяжелое состояние. Если он говорит, нет, я люблю огурцы со цветочком, а еще лучше я вообще еще в цветочках, огуречках, вот эти маленькие совершенно корнюшончики какие-то, я их просто обожаю маленькими собирать, то, естественно, ритмолестница этого человека пойдет вниз. А посерединке ритмолестницы будет находиться тот огурец, который для него считается нормой. И также вот вы посмотрите сами на то растение, которое вам доставляет максимум удовольствия. Найдите норму вашего растения и затем посмотрите, в каком виде вы это растение больше обожаете. Допустим, вы говорите, я люблю березы. Вы знаете, но я такой русский человек, что без берез я просто себя не мыслю. Я выбираю платье, которое очень похоже на березку. Я люблю ансамбль березка. И вообще все, что связано с березками. Как я только вижу березы, у меня сразу начинает выходить из сердца такой сгусточек обожания. И если это березовый лес, хочется остановиться, хочется по нему побегать, побродить и что-то взять из этого березового леса. А березовый сок я просто обожаю. А еще из березы иногда делают жвачную резинку. И, конечно, лучше этой резинки не бывает ничего, потому что... А еще пенка бывает у березы, когда вы с коры снимаете ее. А еще можно взять из березы, сделать великолепную картину из коры березовой. А еще можно там нарисовать, а еще можно сделать туесочек. А еще, когда мне дарят что-то из березы, особенно так красиво, выверено, сделано. Это просто чудо, что такое. Обожаю всякие туесочки, обожаю посуду. И вообще, если только вижу что-то березовое, ну просто мое сердце вот растекается, расплывается, и все. И лучше этого ничего в этом мире нет. Хорошо, вы заметили, что у вас есть тяга к совершенно определенным состояниям. Эта тяга подсознательная, эта тяга хранится на подкорке вашего мозга. А снаружи она просто так проявляется. Вы заметили. И дальше посмотрите, а какая береза доставляет вам максимальное наслаждение. И оказывается, предположим, что это березовые сережки. Что когда есть эти сережки, что вы просто обожаете смотреть на березку. Вы готовы водить хороводы возле нее, готовы сами себе сережки на уши повесить. И готовы ответить себе на вопрос. А оказывается, и для чего это я стала украшать свои уши? Может быть, именно потому, когда очень долго смотрела на березы. А когда это произошло? А сколько же времени хранится в березах? А может быть, не только в этой жизни эти березы так на меня работают? А может быть, это на меня наслоили? Может, мне просто сказали, что береза – это основное дерево российского эгрегора, а внутри я такая россиянка, что я просто не могу без этих берез обходиться? А может, просто мне приходилось
хотелось еще с самого детства пилить березовые дрова, может быть, топить печь березовыми дровами, может быть, нужно было съесть то, что на березах, вот с этой коры. Может быть, меня с самого раннего детства поили этим березовым соком, может быть, приносили большие банки с березового сока. И вот здесь вот вы вспоминаете, все в памяти держите, и затем снова расставляете ритмолестницу или вверх, или вниз. Прежде всего, когда мы вошли в это кольцо растений, нам нужно сделать единственное – выбрать там все время, которое мы затратили. И если мы затрачиваем время совершенно бессознательно, не прикасаясь к объекту нашего очарования, ритмолестница уходит вверх. И тогда мы этому очарованию готовы простить все, что угодно, так же, как другу и подруге, если у нас ритмолестница к нему направлена вверх. Если же она направлена вниз, и бывает так, что с течением времени она все ниже и ниже спускается, и тогда мы уже далеко не все прощаем. Тогда мы уже требуем определенного официоза, мы требуем определенного представительства, мы начинаем требовать определенных слов, определенного стиля поведения. То есть мы не принимаем этого друга или не принимаем это растение так, как оно есть. Нам нужно обязательно, чтобы из этого растения что-то сделали, или этот друг что-то сделал. И, конечно, выбирать время... Лучше начинать выбирать время именно со стартовой позиции, состояния нормы, когда лестница стоит, пока она не превратилась в эскалатор. А когда она уже превращается, то начинает идти или подъем вверх. Он может начинаться безудержно идти, вплоть до того, что мы в этом кольце настолько застрянем, или в этом друге настолько застрянем, что мы всю свою жизнь посвятим этому другу и не будем иметь собственной жизни, а будем всегда где-то внутри него находиться. Или если все пошло вниз и очень быстро, чем быстрее все течет, мы можем тоже себя не отследить совершенно, мы можем из своей жизни выгнать, убрать, отдалить, отказаться от того, что на самом деле нам нужно.